Парма, Италия. Ярмарка антиквариата Мерканте ин Фьера. Продолжаем нашу прогулку по ярмарке. Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Если вы вдруг еще не посмотрели первые серии нашей прогулки, приглашаем заглянуть в описание. Ссылочки на видео будут там. Мы уже показывали фарфор от немецких мануфактур Майсен и КПМ Берлин, фарфор от блистательной Старой Вены и статуэтки Каподимонте. Видели английские столовые приборы с посеребрением. Чем же еще нас удивит ярмарка в Парме? Обязательно досмотрите до конца, чтобы не пропустить самое интересное. Какая итальянская ярмарка без муранского стекла? Венецианские люстры стали широко распространены в период процветания стеклоделия Венеции. Самый большой спрос пришелся на 17 столетие. Люстры из муранского стекла были необходимым атрибутом интерьера в стиле Людовика XV. Считается, что технология муранского стекла зародилась в XIII веке. До этого в Венеции производили стекло, но его качество не превосходило стекло других европейских мастеров. Прорыв состоялся после появления у венецианцев технологий, рецептов и примеров византийского стекла из Константинополя. Правители Венецианской республики дальновидно почувствовали потенциал отрасли стеклоделия и всячески поддерживали его развитие, монополизировали технологию. Мастеров-стеклоделов всячески поощряли. Интересный факт. В 1346 году в Венецианской республике был издан указ, по которому брак между дочерью мастера-стеклодела и патрицием, то есть венецианским дворянином, признавался равным. В конце XIII века правительство Светлейшей Республики Венеция переместило все большие и малые стекольные мастерские за пределы города Венеции на остров Мурана. Делалось все под эгидой заботы о санитарии и пожарной безопасности, но, конечно, совершенно ясно, что основной целью было сосредоточить технологии и контролировать их сохранность. Так родился термин «муранское стекло». Посмотрите, как идеально венецианская люстра сочетается с двумя парными каминными вазами в ручной росписи. Успели заметить ценник? 1200 евро. Остров Мурана был своеобразным государством внутри государства. В XV веке на острове была своя администрация, свой суд и даже своя монета. В 1445 году у острова Мурана появился собственный посол в Венеции, который представлял интересы мастеров-стеклоделов. Технология производства муранского, оно же венецианское, стекла, зародившаяся более 600 лет назад, успешно живет и в наше время. Если кратко, в производстве используются специальный песок, известняк и сода, которые в сочетании с другими компонентами, в том числе оксидами металлов, придают стеклу нужные свойства. Из муранского венецианского стекла делают бусы и украшения, посуду, зеркала и люстры. Здесь бусы и вазы в технике мозаичного стекла «миллефиори», в переводе с итальянского «тысяча цветов». Эти элементы и фигурки в виде цветов, квадратиков, звездочек делались в форме длинных тонких прутиков слоеного многоцветного стекла, а потом нарезались крохотными кусочками, из которых мастера-стеклоделы и выкладывали вот такие красивые узоры. О, какие забавные фигурки! Если, глядя на шедевры из стекла, вы невольно улыбаетесь, то, скорее всего, перед вами работы Фульвио Бьянкони. Шедевры мастера открыли новое направление искусства муранского стекла в 40-х-50-х годах XX века. После мрачных военных лет работы Фульвио Бьянкони, игривые и яркие,
пришлись по вкусу и коллекционерам муранского стекла, и широкой публике. Мастеру приписывают слова: художественное стекло должно быть уникальным. Если оно повторяется, оно теряет свое очарование. В этой витрине предметы, созданные с помощью различных технологий муранского стекла. Для создания шедевров Мурана требуется невероятное мастерство, точный глаз и многолетний опыт. Ну и, конечно, талант и интуиция. А это великолепное блюдо с вкраплениями серебра сочетает разные технологии и так и называется тутти-фрутти. В переносном смысле всякая всячина. Автор – итальянский художник и дизайнер Дино Мартенс. Бижутерия из венецианского стекла красуется в витринах с украшениями. Чудесные бусы в технике миллефиори стоят 90 евро. Ходим по выставке, любуемся красотой. А вам интересны украшения, бижутерия, драгоценности? Нам их показывать? Напишите, чтобы мы знали. С нас показ красоты, а с вас подписка и лайк. А если вы кинете монетку на развитие канала, как приз зрительских симпатий, будет вообще здорово. Спасибо за поддержку. Кнопка «Спасибо», чтобы кинуть монетку, в том же ряду, где подписаться и поставить лайк. Роскошный комплект из нежно-розовых кораллов. А вы знаете, что существует порядка 350 оттенков цвета кораллов? Мы не смогли пройти мимо и не показать вам вот это чудо природы. Рагацци итальянские делятся с нами всем богатством подводного мира. Красота! А вы хотели бы себе такого красного феррарика? А в соседней витрине вы только посмотрите, фарфор высшего качества. Шкатулка поближе – это Херент, а за ней изящная бонбоньерка от Карла Тиме. Его стиль не перепутать. Кстати, у нас есть похожая бонбоньерка от Карла Тиме, но с более богатым декором. Приглашаем посмотреть наше видео по ссылке в описании. А это лаковая миниатюра из Мустеры. Какие симпатичные попугайчики! Издалека
Могло бы показаться, что это стекло, но нет, это самоцветы. Попугайчики из турмалинов уцепились коготками за кристаллы горного хрусталя. Имя Лалик в представлении не нуждается. Основатель бренда Рене Лалик работал со стеклом, а позднее бренд стал ассоциироваться с высококачественным хрусталем. Рене Лалик получил 16 различных патентов на работу со стеклом. Среди самых известных – аполисцентное стекло, имитирующее переливы и мерцание опала. А на барахолке в Болонье нам встретился парфюм от Нина Ричи в хрустальном флаконе от Лалик. Можете увидеть его в нашем видео. Ссылочка в описании. Ух, какая шкатулка! Эти флакончики для парфюмов, конечно, не от Лалик. Это Богемия, многослойное стекло. А эти пивные кружки из цветного хрусталя, скорее всего, Германия. Синяя стоит 280 евро, а красная подороже. Здесь и на полке повыше хрусталь и стекло из Силезии и Богемии. О, подобный бокал-кубок мы видели в Свиднице, силезской столице стекла. Можете сравнить, какой красивее. Видео из Свидницы с ее удивительным цветным стеклом и хрусталем найдете по ссылочке в описании. К этому стенду мы подходили несколько раз, ждали, когда уйдут коллеги из Поднебесной, и можно будет все рассмотреть поближе. В первой серии нашей прогулки по ярмарке мы показывали много английских столовых приборов от Шеффилд с посеребрением, а здесь в основном все предметы из серебра. Китаянки активно выбирали серебряные фигурки, цепочки и броши. Только с третьей попытки нам, наконец, удалось продвинуться поближе. А интересных вещей много, есть на что посмотреть. Любуемся! Как вам нравится такая серебряная фигурка? Вероятно, вы уже в курсе, что серебро нынче в тренде. Если хотите узнать больше, посмотрите наше видео о серебряной лихорадке. Ссылочка будет в описании. На ярмарке в Парме мы столкнулись с интересным направлением коллекционирования. Это веера. Как сказал известный коллекционер, веер – достаточно емкий предмет коллекционирования. Он объединяет в себе и живопись, и графику, и многие виды декоративно-прикладного искусства. А еще он часть образа дамы ушедшей эпохи. Уникальное сочетание.
Считается, что история веера насчитывает более 4000 лет. Складной веер, изобретенный предположительно в Японии, в IX веке был усовершенствован в Китае. Крестоносцы завезли веера в Венецию в XII веке. Благодаря Екатерине Медичи мода на веера появилась при французском дворе, а впоследствии распространилась по всей Европе. Веер обозначал высокий статус его владелицы. Такие изящные аксессуары, как веера, должны были украшать, привлекать внимание, а еще и развлекать. И если на Востоке веера были церемониальным и статусным предметом, то в Европе веера стали эффектным дополнением платья, орудием флирта и кокетства. Считается, что именно испанки изобрели тот самый язык веера, язык сентиментальных чувств, беззвучный, но много говорящий тому, кто его понимает. Позднее язык веера довели до совершенства истинные модницы, парижанки. Язык веера был сложен из своих правил и законов, и не зря даже манера держать веер была важным социальным показателем статуса дамы. На языке веера можно было рассказать о своих чувствах, предупредить об опасности, назначить время свидания. Вот так вот. К сожалению, сейчас язык веера полностью остался в прошлом. Этот великолепный чувственный язык галантной эпохи. Зато сейчас прекрасные веера коллекционируют. И стоят они немало. На ярмарке цены на веера стартовали от 700 евро. Кроме языка веера, дамы галантной эпохи владели искусством шитья и вышивки. Когда-то рукоделие имело куда более глубокое значение, чем в наши дни. Вышивка считалась самым подобающим занятием для дам из высшего общества. Очень часто аристократки организовывались в сообщества, проводили время за вышивкой и обсуждали новости. Доступна вышивка была именно знати из-за отношения к этому виду искусства. Чем дороже материал, тем богаче выглядит результат. Одежда, красиво расшитая собственноручно, добавляла значимости и баллов к статусу. Вышивка была умением, которым в обязательном порядке должна была обладать любая воспитанная, образованная девушка. Вышивка была в почете, это было не просто хобби. И старинные шкатулки для рукоделия очень ценятся и сейчас. И, конечно, как же в Италии не увидеть фарфор от Каподимонте? Название фарфоровой мануфактуры Каподимонте в переводе с итальянского «голова, вершина горы» происходит от дворцового комплекса на одном из неаполитанских холмов. В этом дворце в 1743 году и основали фарфоровую мануфактуру король Неаполя Карл VII Бурбон и его супруга Мария Амалия Саксонская. Она обладала изысканным вкусом и считалась покровительницей ремесел. Именно ее дедушка, курфюрст саксонский Август II Сильный, основал знаменитую немецкую мануфактуру в Майсене. Мария Амалия мечтала, что итальянский фарфор превзойдет по качеству немецкий. Мануфактура в королевском дворце Каподимонте работала до 1759 года, когда Карл VII Неаполитанский стал королем Испании и перевез материалы, оборудование и сотрудников в Мадрид, где создал новую королевскую мануфактуру во дворце Буэн-Ретиро. Однако производство фарфора в Неаполе не было утрачено. После того, как фарфоровая мануфактура Каподимонте была перенесена в Мадрид, Фердинанд I, король обеих Сицилий, основал новую королевскую фабрику, которая производила фарфор с 1771 по 1806 год.
Кстати, мы показывали великолепный фарфор от этой мануфактуры Реаль Фабрика Фердинандеа в предыдущих сериях наших прогулок по ярмарке в Парме. С XIX века другие фабрики стали использовать название Каподимонте, маркируя свою продукцию. В XX веке появился стиль статуэток оборванных крестьян и горожан, похожих на персонажей мультфильмов, а также подкласс фаянсовых изделий, в основном шкатулок, с медной позолотой, с клеймом буквой «Н» под короной. На сегодняшний момент сразу несколько небольших фарфоровых заводов в Италии соревнуются за право продолжать фарфоровые традиции мастеров Неаполя. Отдельная тема – это старинные рамки для фотографий. Многие из них выглядят как произведения искусства, особенно рамки, украшенные венецианской микромозаикой. Роскошно выглядят и рамки из бронзы. Сама по себе бронза – дорогой материал. В интерьере выглядит солидно и подчеркивает тонкий вкус и высокий статус владельца. Рядышком антикварная керамика от французских мастеров. Керамика мануфактуры Масье очень ценится у коллекционеров за свой стиль, натуралистичный, часто забавный, где-то между традиционной викторианской майоликой и модерном. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже мастер Климан Масье был награжден золотой медалью за изобретенную им переливчатую металлическую люстровую глазурь. Ярмарка в Парме, безусловно, ошеломляет своим масштабом. Оказывается, она собрала около 1000 продавцов. Ее посетили около 56 000 человек со всего мира. Это же целый город. И более 6500 из них сделали покупки. Вот это размах! Сказать, что мы притомились, гуляя по ярмарке, это ничего не сказать. Мы устали настолько, что валились с ног, и когда увидели такую милую картину, были готовы упасть рядом, чтобы также сладко поспать. Очень много восторга, сильных эмоций от созерцания красоты. Впереди другие ярмарки. Будем радовать вас красотой и дальше. Приглашаем подписаться, чтобы не потеряться. Пока-пока! Увидимся!